Приветствую вас, дорогие товарищи, на очередном сезоне прохождения Kerbal Space Program. На этот раз у нас сборка модов RP1, она находится давным-давно в открытом доступе и продолжает обновляться. К ней я поставил несколько модов, которые считаю необходимыми. Обо всем этом будет в описании под видео, а мы начинаем. В настройках оставляю все по умолчанию, за исключением вот этих двух настроек. Разработчик сделал вполне себе сбалансированную нормальную сложность, поэтому она меня устраивает. Все, что выше, для продвинутых игроков, туда я лезть не буду. Этот и, скорее всего, пара следующих эпизодов будет посвящена старту игры. Как выясняется, у многих конкретно в этом возникают серьезные проблемы. Многие допускают большие ошибки в проектировании и строят странные ракеты. А здесь же я попытаюсь пародировать советскую космическую программу и, соответственно, буду идти по советской линии развития. Самое-самое-самое главное в этом всем – не торопиться. Ко всему нужно подходить с вниманием, с толком, с аккуратностью. Давайте рассмотрим все предстартовые подготовки. По умолчанию космодром находится на мысе Канаверал, я его хочу поменять на Байконур. Перехожу в центр слежения, нахожу его на земном шаре, кликаю левой кнопкой мыши. Таким образом, космодром географически будет находиться именно здесь. Вторым пунктом нам предлагают взять стартовые программы. Переходим в здание администрации. Здесь мы выбираем раннюю разработку ракет на скорости Fast, то есть на быстрый. И далее берем суборбитальные исследования на Брэкнеке. Здесь контракты, в отличие от обычной КСП, дают только репутацию. Репутация сама по себе в зависимости от количества будет тоже давать некоторый приток денег. Чтобы завершить какую-либо программу, нужно выполнить список из вот этих вот контрактов. Здесь нам пока больше ничего не надо. Третьим пунктом нам предлагают построить стартовый комплекс, пока пропустим это. А следующим наймем первый персонал. Я начну пока что с ученых. Пусть их стартовое количество будет из 50 человек. Далее давайте примем пару стартовых контрактов. Первый контракт у нас на самый первый запуск. Достигнуть такой-то скорости, достигнуть 1 километра высоты. И второй на преодоление линии Кармана, которая находится на 100 километрах. За него мы получаем 10 бесплатных наймов, и нам разблокируются первые лидеры в здании администрации. Каждый отдельный лидер дает свои бонусы, и на старте нам дадут выбрать только одного. Это обязательно будет Валентин Глушко, у него очень хорошая скидка на ученых. Тоже принимаем. Это мы можем уже закрывать. Последнее, что нам остается сделать, это зайти в центр исследований и поставить на изучение вот эту технологию за 2 единицы науки. Она нам откроет возможность использовать алюминий в построении различных баков. Это нам очень сильно на старте поможет. Соответственно, технологии здесь изучаются не сразу, им нужно какое-то количество времени. По мере найма ученых это время будет ускоряться. На этом все основные стартовые приготовления заканчиваются. Давайте перейдем к проектированию первой ракеты, чтобы выполнить эти 2 контракта разом. За основу я буду брать уже вписанную здесь МР-1 Метео. Все остальное можем удалить. Но я немного ее переделаю на свой вкус. Рассмотрим конструкцию сверху вниз. Сверху у нас находится головная часть на стальном баке высокого давления. Это позволяет нам здесь выбрать Sounding Payload, который понадобится нам в будущем. Будут контракты на запуск определенного количества единиц. Здесь же мы сразу подготавливаем пространство для их выполнения. Пока нам это здесь ничего не надо. Двигаемся дальше. Здесь у нас идет обтекатель, под ним находится парашют, который прикреплен к корпусу ракеты. То есть я буду спасать полностью этот корпус. И здесь же авионика у нас расположена еще ниже. Она у нас выставлена исключительно на научное оборудование, то есть ракета будет неуправляемая. Переведу буквально, околоземная авионика уже позволит нам ракетой управлять. Здесь нам этого не нужно. Она у нас будет запускаться исключительно вертикально вверх, поэтому в наших интересах сделать ее как можно более легкую. По электричеству здесь 105 килоджоулей, большего не надо. Соответственно, параметры можете видеть сами. И, естественно, здесь вот проставлены эксперименты. Вот по этой вот кнопке. Здесь можно выбрать барометр, термометр и так далее, когда у нас будут по мере развития научного древа. Их всех, естественно, я перевел в режим ожидания, то есть они автоматически начнут собирать науку, как только это будет возможно. С авионикой у нас пока все. После идет топливный бак на высоком давлении. Этого требует от нас вот этот вот двигатель. Соответственно, вот все параметры, если кому-то будет интересно. Далее немного облегченные стабилизаторы до 0,2. Сам двигатель, отделитель и вот этот вот блок на твердотопливных ускорителях.
Стабилизаторы на нем повернуты на 5 градусов вправо. Это обеспечит нам стабилизацию путем вращения, и ракета будет сохранять ориентацию вертикально вверх. Сразу давайте обговорим важную деталь, которая вам может потребоваться. У каждого двигателя есть свое расчетное время работы. Логично. В данном случае у нас 56 секунд, и топливо я беру на 10 секунд больше. Почему не больше и почему не меньше? Потому что таким образом мы достигаем практически самой эффективной дельты. Если вы возьмете, скажем, еще на 10 секунд больше топлива, вы, возможно, подлетите еще немного выше, но нет никакой гарантии, что двигатель вообще столько проработает. То есть, чем дольше он работает, тем больше шанс выхода его из строя. Также дальше в следующей строчке у нас здесь идет счетчик очков испытаний, если их можно так назвать. Они влияют на повышение надежности. То есть, если сейчас у нас довольно высок шанс того, что двигатель у нас откажет во время полета, то чем ближе мы к 10 тысячам единиц этой самой информации, тем, соответственно, этот шанс меньше. Поэтому в наших интересах проводить испытания, и притом как можно больше, в разумных количествах, конечно же, чтобы нарабатывать эту самую надежность. Естественно, не все из них будут успешными, но за каждую поломку мы получаем сразу же дополнительно еще какое-то количество очков этой самой информации. Идем далее. Это можно закрывать. Просто так взять и выкатить на стартовый стол у нас ракету не получается. Нам говорят о том, что нам нужен стартовый комплекс. В этой менюшечке, которую можно открывать по этой кнопке, мы нажимаем кнопку «Новый стартовый комплекс». Здесь я, пожалуй, только поменяю высоту и назову его испытательным комплексом геофизических ракет. Нажимаем кнопочку «Строить». Стройка у нас пошла. В менеджменте можно увидеть процесс строительства. 28 дней у нас это займет. В разделе Construction мы можем как повышать, так и понижать скорость строительства за счет понижения или повышения финансирования. Здесь я пока трогать ничего не буду, в этом нет смысла. И озвучу последнее базовое знание перед первым запуском. Нажимаете на вот эту вот менюшечку, у нас открывается здесь окно RP1. Сразу хочу заметить, сейчас ракета у нас стоит 1000 кредитов. Это довольно много, и строиться она будет долго. При помощи этого меню мы закупаем оснастку для производства различных деталей, которые как раз таки будут именно стандартизированы, то есть если 3,7 я куплю оснастку, то он так и будет 3,7. Если я захочу выставить, скажем, 4 метра бак, то тогда нужно будет докупать ее заново, потому что это будет в каком-то смысле уже другая по параметрам деталь. Предоставляется вот такой вот списочек, сколько что будет стоить, сколько стоит без оснастки и сколько стоит потом с оснасткой деталька, и, соответственно, цена за покупку. Расходуются эти кредиты не из нашего вот этого счетчика, который мы привыкли видеть, а из вот этого unlock кредитов. Именно за счет них мы покупаем эту самую оснастку, именно за счет них мы изучаем детали и также улучшаем здание. Здесь я вижу возможность сэкономить, у нас почему-то дублируются здесь обтекатели. Я могу вот так вот его один снять, пока что вот так поставить. Он у нас будет один. Здесь ему заблокирую форму. Внезапно створки обтекателя — это самое дорогое вообще, что у нас есть по оснастке здесь. Закупаю. Ракета стала стоить 114 кредитов вместо 1000, уже огромная разница. Unlock кредиты здесь тоже потратились. И вот эти вот створочки я ставлю 4 штуки. Они у нас больше никаких покупок не требуют. Ракета готова к запуску. Это все можно закрывать. Остается нам только дождаться строительства стартового комплекса, и можем начинать строить эту ракету. В окне менеджмента есть вот такая потрясающая кнопка Warp to Complete. Она в автоматическом режиме ускоряет время до выполнения первой строчки. Прожимаем ее. Стартовый комплекс построился. Вновь переходим в цех. Вот тут можем увидеть, что он у нас уже выбран. Ракету я добавлю вот сюда вот в планы. Это очень полезная, удобная вещь. На случай, если у нас первый запуск будет неудачным, мы можем просто здесь нажать кнопочку, и у нас будет поставлена в очередь еще одна ракета на строительство. Здесь же я нажимаю привычную нам кнопочку Launch. Все. Как вы можете заметить, вот она у нас в очереди уже висит. Только срок выполнения пока бесконечный. А все потому, что мы пока еще не наняли туда инженеров, чтобы они работали. Мы переходим во вкладку найма сотрудников. Выбираем здесь инженеров. Максимальное их количество в этом конкретно стартовом комплексе будет 10 человек. 10 человек мы сразу для него и наймем, можем себе позволить. Сразу покажу еще одну полезную фишку.
Я хочу постепенно нанимать ученых, и здесь есть вот такая вот кнопка «Автохайр», то есть «Автонайм». Пусть их финальное количество будет для начала 80, и резервное количество кредитов пусть будет 5000. Соответственно, сначала у нас здесь накопится 5000 кредитов, и далее каждые 3 сотни будет наниматься по одному ученому. Таким образом, этот процесс будет требовать минимального вашего внимания, и я советую им почаще пользоваться. Также отмечу, что у инженеров есть эффективность, то есть чем дольше они находятся на каком-то одном стартовом комплексе, тем быстрее они эту ракету собирают и быстрее ее выкатывают на стартовый стол. Поэтому желательно их туда-сюда не перебрасывать, коль уж вы наняли, пусть они там себе спокойно дальше работают. Здесь мы можем все закрывать, дождемся строительства ракеты. Она у нас построилась и находится на хранении, выкатываем ее на стартовый стол. И приступаем к первому запуску. Полет уже можно считать полностью успешным, потому что никаких поломок в процессе не произошло. В эпицентре мы спокойно пересекаем линию Кармана, 115 километров. Как раз сейчас это уже и происходит. Научное оборудование работает, наука потихонечку собирается. А теперь можем спокойно активировать парашютную систему и наслаждаться посадкой. Вот мы и получили первую науку. Целых 9 единиц. Вернули 73 кредита свернувшегося корпуса. Это на самом деле очень недурно. И нас встречает вот такая вот страничка из газеты. Здесь есть некоторая информация о том, что произошло, и небольшая историческая справка. Давайте присмотрим следующий контракт для выполнения. Я склоняюсь к вот этому. Достигнуть 80 километров с 75 единицами имитации полезной нагрузки, или как это можно назвать, Sounding Payload. Пока что я его не принимаю, так как здесь есть механика срока. Если здесь было бы дней меньше, то количество репутаций было бы в том числе меньше. Если здесь дней будет больше из данного нам срока, то репутации здесь будет тоже больше. Будем целиться вот сюда. Не забываю о том, что нам открылись лидеры. Обязательно ставлю Валентина глушком. И в исследовательском центре выбираю пока что вот эту вот технологию. Здесь нам открывается биологическая капсула, она нам потребуется для выполнения дальнейших контрактов. Также сразу же возьму изучение двигателей. Здесь у нас откроется RD-100, его мы будем ставить на первую R1, а также здесь открывается конфигурация на наш текущий двигатель, который сделает его немного более эффективным. Более ничего не трогаю, не тороплюсь, пусть научка лежит. По ракете здесь фактически все то же самое, пусть будет под номером 2, только нам требуется здесь нагрузить головную часть. Вот, 75 единиц. Сохраню на всякий случай. И в данном случае давайте покажу, как проверить, достигнет ли ракета цели. У нас здесь есть кнопка Simulate. В этой сборке мы можем проводить абсолютно бесплатную симуляцию в практически любых условиях. Единственное, здесь советую вам отключать вот эту вот галочку. Она будет экономить ваше время, потому что не будет поломок. Нажимаем на кнопку, начинаем проверку. На экране нас встречает надпись «Симуляция», то есть это не настоящий полет. По факту никакие контракты, никакая наука нам не засчитается здесь. Проверяем ракету. Абсолютно спокойно она у нас достигает 95 километров в эпицентре. Здесь даже мы можем понять, что у нас завершаются кое-какие исследования. Здесь вот данные телеметрии. Больше науки мы за нее не получим. И в целом больше тестировать здесь нечего, можем выходить. И запускаю в очередь на строительство. В первой строчке вы можете увидеть вот такую вот надпись. Это обозначает, что после запуска стартовый комплекс находится на обслуживании, он восстанавливается. Это тоже отнимает кое-какое количество времени и денег.
Ракета собрана. Вот только теперь мы берем контракт. Было 12, стало 18 репутации. И выкатываем ее на стартовый стол. Как мы мечтали, студенты, обязательно вспомним, друзья. Следующим контрактом я выбираю суборбитальную траекторию и успешный возврат. Здесь нам нужно будет достигнуть 140 километров и также успешно что-нибудь посадить на поверхность. Механики сроков здесь нет, можно принять его прямо сейчас. Но пока у нас стальные баки, мы выполнить его не можем. Нам необходимо дождаться исследования этой технологии для разблокировки алюминия. Пока времени еще целых 43 дня, можно сделать следующее. Беру за основу первую, зря, наверное, убрал ее из планов, и ставлю в очередь на производство. Когда у нас исследуется технология, мы просто здесь поменяем ползунок на алюминиевый бак, и в совсем короткие сроки его просто заменят, и таким образом мы будем ждать не полные 35 дней с момента изучения технологии, а, скажем, одни сутки. Может быть, даже меньше. В теории, наверное, можно даже поставить еще одну на будущее, чтобы вот эту неделю у нас тоже оно все не простаивало, и уже вот так вот выдвигаться. По прогнозам 80 ученых мы дождемся значительно быстрее, чем все остальное. Давайте, наверное, я поменяю их до 100. И для начала этого будет более чем достаточно. Желательно нам сохранять баланс плюс 50 кредитов в день. Ну там в районе, плюс-минус. Дожидаемся постройки ракеты. Завершаем исследование технологии. И можно отредактировать уже вот эту ракету. Нажимаем сюда, редактировать. Открываем топливный бак, выставляем ему алюминиевый фюзеляж высокого давления, естественно. Заполняем топливом для двигателя. И если не ошибаюсь, полностью заполнить на максимум нам не будет позволено. Да, из-за стартового стола. Вот 83%, 82% спокойно будет. Минута 10. Он у нас немножко более вместительный. Здесь можем поменять номер и поменять название. И остается нам только протулить этот топливный бак, потому что, внимание, здесь для конверсии у нас пишет 35 дней и 200 кредитов. А мы вот его вот здесь вот так вот закупаем. И становится 22 часа и 117 кредитов. Сохраняем изменения. И обязательно переходим во вкладку Integration, ставим ее по приоритету выше. Также не забываем зайти в администрацию. Первая технология о материалах открывает нам различные агентства. У них тоже здесь есть свои скидки. Для начала в том числе беру скидку на ученых. Беру ускорение исследования ракетных двигателей. И чуть позже мы возьмем еще это агентство. Пока что мы его брать не будем из-за того, что здесь есть вот этот вот фактор снижения скорости. Дожидаемся замены бака и отправляемся в очередной полет. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу. Следующий контракт на выполнение будет вот этот. 130 километров и 75 единиц нагрузки. Пока не принимаю, ракету еще надо построить. Здесь количество репутаций тоже увеличится. Захожу в Integration, редактирую эту модель. Тут мы возьмем за основу третью версию. Здесь, кстати, тоже можно поменять на алюминиевый бак. Он станет тоже немного легче. Так, по весу мы тут не проходим.
И насколько я помню, парашют нам как раз здесь по весу и не дает достигнуть цели. Поэтому весь этот блок я снимаю, ставлю новый номер. И по идее уже в такой конфигурации все должно получиться. На всякий случай проведу симуляцию. Она нам показывает 132 километра. Это в целом подходит, но на всякий случай я бы еще что-нибудь здесь облегчил. Уберу-ка я отсюда один стабилизатор. И попробуем еще вот так. И вот даже с небольшим отклонением получаем 144 километра. Вот это уже совершенно другое дело, пускаем в производство. Всё, что было задумано, в свой исполнится срок. Не погаснет без времени. И вновь идеальная отработка двигателя, минимальное отклонение, 146 км в эпоцентре. Контракт можно считать выполненным. Возвращаться мы не будем. Можно подготовить кнопочку Range Safety. Это кнопка подрыва всей ракеты. Сделаю через группу действий для красивого кадра. Подождем, пока выполнится условие контракта и передастся кое-какая наука из космоса. И можно спокойно активировать заряд для прерывания полета. В целом можно потихоньку разрабатывать новую версию ракеты. Скажем, пусть она будет называться МР-2. Ее я, скорее всего, буду ставить уже на вторую конфигурацию двигателя, и топливный бак у ней будет еще больше. Но так как конфигурация исследуется аж здесь, есть смысл потихоньку начать разрабатывать более крупную баллистическую ракету. В нашем случае это будет Р-1. Пока в процессе всего этого можно выполнить еще вот этот контракт, и по мере накопления срока повторять еще и этот, который мы сделали только что. Таким образом мы будем фармить репутацию, это, впрочем, лишним не будет. Биологическая капсула для выполнения контракта у нас находится здесь, это еще более 3 месяцев ее ждать, из-за этого и займемся немножко рутиной. Сейчас давайте посмотрим конструкцию, получившейся у меня Р-1. Соответственно, параметры головной части, в которой будет находиться геофизическая полезная нагрузка. Далее идет вот такой формы капсула, здесь у нас авионика. Сюда, разумеется, можно разместить аэрофотоаппараты. Давайте это мы сейчас и сделаем. Также, вероятнее всего, сюда тоже стоит поставить биологическую капсулу. Сделаю это заранее. Наверное, лучше какую-нибудь вот такую вот. И здесь у меня есть одна небольшая хитрость. У меня отстреливается только вот этот один лепесточек. Вот он в стейджинге. Это сделано для того, чтобы камера, собственно, могла снимать. Она становится активной выше 40 километров, поэтому примерно на этой высоте мы будем его отстреливать. В том числе параметры обтекателя. Можно закрывать. Далее рассмотрим авионику, в том числе параметры. Так как ракета, скорее всего, у нас будет подниматься выше 140 километров, здесь оставляю все научные приборы. И здесь уже управляемое ядро, то есть мы будем самостоятельно рулить ракетой. Максимальная контролируемая масса я ставлю 20 тонн, делаю небольшой задел на будущее для ракеты Р-2. И количество электроэнергии 644 килоджоуля. Вообще в теории 400 вполне себе достаточно, но пусть будут, все равно весит это совсем-совсем немножко. После авионики идет отделитель, чтобы у нас вот эта капсула спускалась самостоятельно. Далее алюминиевый топливный бак, параметры в том числе перед вами. И, естественно, двигатель РД-100 под кожухом в том числе. По векторам массы подъемной силы такая ситуация, крылья вполне себе массивные. И также здесь имеется такая имитация газовых рулей. Собственно, при помощи них ракета и будет ориентироваться в пространстве. Для нее, естественно, необходимо построить новый стартовый комплекс. Это мы и делаем. Испытательный комплекс баллистических ракет я его назову. Здесь я, пожалуй, снижу только высоту до 14. И нажимаю «Построить». Кредитов в сутки он должен отнимать очень много, поэтому давайте посмотрим, что у нас там по балансу. Так, сейчас мы в минусе на 48 кредитов в день. Во вкладке Construction можно понизить, давайте для начала, до 50 скорость стройки. Завершение строительства подходит как раз на изучение ракетного двигателя, плюс-минус. Значит, сейчас мы будем строить ракету для этого контракта. И следом корпус для этого контракта. Потом туда накинем биологическую капсулу, как только она у нас будет изучена. Та версия, которая у нас на 130 километров подлетала, пусть становится в очередь. И следующая с биологической капсулой на борту. За основу взята предыдущая, просто здесь я добавил вот этот отсек. И пока что отсюда капсулку я выну.
И тоже поставлю в очередь на строительство. Наверное, имеет смысл поставить даже еще одну ракету на 130, чисто на всякий случай на будущее, потому что даже здесь разрыв получается больше месяца. Переставил порядок очереди, теперь у нас получается как-то так. Думаю, что меня это вполне себе устраивает. Сейчас мы из застройки находимся в небольшом минусе, но финансирование у нас только-только разгоняется, поэтому все нормально. Все 3 ракеты собраны, баланс у нас плюс 15. А пока возьмем и выполним вот этот контракт. Наверное, дождемся завершения исследования. И, наконец, поставим капсулу в эту заготовленную нами ракету. Здесь можно сделать следующим образом, так как я ее не сохранял, я просто беру, ее вот так загружаю. И у нас здесь все есть. Устанавливаться капсула будет 31 день, она в целом стоит 100 кредитов, сложная в установке. Ничего здесь тулить нам не надо, поэтому нужно просто подождать. Также напоминаю, что по условиям у нас здесь 35 единиц геофизической полезной нагрузки. Можем пробовать запускать ракету. Выкатываем ее на стартовый стол. Если вы помните, изначально у нас выкатка занимала что-то в районе 3-4 дней, то сейчас это всего лишь 1. А все это потому, что эффективность инженеров уже стала 24%, а не 13%, как было изначально. Ну или что-то в этом роде. И утром 26 ноября 1951 года производится запуск первых живых существ на ракете. Но, к сожалению, с первой попытки у нас это сделать не удается. Двигатель у нас потерял эффективность, здесь он стал желтеньким, здесь тоже нам доступно пишут, что что-то пошло не так. Целевой высоты мы достигнуть не сможем, поэтому давайте просто вернем корпус ракеты. Всего лишь 27 километров в апоцентре у нас получилось. Но ничего страшного, как вы помните, у нас лежит еще один корпус ракеты в хранилище. Поставим туда биологическую капсулу и попробуем запустить еще раз. Здесь, я смотрю, нас уже опережает исследование и строительство комплекса для R1. Можно, наверное, поставить на изучение новые технологии. Это будут двигатели раз. И, скорее всего, ранняя наука 2. Здесь у нас открывается конфигурация двигателя RD-101. Он у нас будет стоять на ракете R2. И на ней же мы поставим вот эту вот продвинутую биологическую капсулу. В ней уже будет находиться небольшая собака. Это потребуется нам для выполнения первой программы суборбитальных исследований. Коль у нас технология на двигателе изучается сейчас быстрее всех, я думаю, будет разумным пересобрать нашу метеорологическую MR1 под вторую версию с другой конфигурацией двигателя и топливными баками побольше. Это нам потребуется как раз для того, чтобы выполнить вот этот контракт, 75 единиц нагрузки на 180 километров, как раз пусть пока репутация копится. Значит, для этого я беру последнюю собранную нами ракету, удаляю здесь отсек с полезной нагрузкой. Здесь мы можем поменять авионику на более легкую. То было 48 килограмм, а станет она 33 килограмма. Меняю конфигурацию двигателя на U1700. Так, здесь обновлю топливо для новой конфигурации. И давайте смотреть, что у нас получается. Расчетное время у него стало 60 секунд, то есть 1 минута. Можно увеличить топливный бак. Скажем, на 5 метров, минута 15 секунд. Такая цифра меня устроит, все достаточно ровненько. Да, немного рискую тем, что наполняю ее большим количеством, но всегда можно немножко подслить, поэтому ничего страшного. Пусть это будет номер 6, 180 километров, 75 нагрузки. Стартовый комплекс нужно будет немного модернизировать, не влазит она у нас по массе и по высоте. Так, и сразу поправлю стабилизаторы, а то это не дело.
Проект полностью готов, будем переходить на него. Завершается исследование ракетных двигателей. Завершается строительство стартового комплекса для R1. Я вот думаю, что потихоньку надо начать собирать R1. Давайте ее, наверное, поставим в очередь и там посмотрим. На ней же у меня еще размещен парашют для спасения корпуса, в случае чего, потому что этот двигатель на старте очень-очень ненадежный, по моим наблюдениям. Поэтому пусть будет. Так, нам только единственное надо сейчас закупить оснастку. Я снова здесь вижу, что требует какого-то огромного количества денег за вот эти обтекатели. Вот теперь совершенно другое дело. Закупаем. 30 тысяч анлок кредитов у нас это будет все стоить. И можем возвращать все лепесточки на место. Так, один вот этот вот я из симметрии удаляю. Вот он, пусть активируется вместе с парашютом, в случае чего. Так, и больше нам ничего здесь и не надо, по идее. Ставим комплекс баллистических ракет. Здесь у нас все подходит, все хорошо. 1300 кредитов стало стоить ракетам. Единственное, что еще я сделаю, это вот так вот поменяю стейджинг. Чтобы у нас сначала полностью отделялась вот эта капсула с головной частью. Вот это вот отделять нам не нужно. И вот тут при активации парашюта, чтобы у нас она отходила в том числе. Все, вот так вот будет хорошо. Ставим ее в очередь. Здесь тоже разблокируем все детали. И вот тут у нас небольшой вопрос с инженерами возникает. Наверное, мы донаймем до 90, пусть будет кругленькая циферка. И поставим вот сюда вот, максимально 77 инженеров у нас может здесь находиться. Автонайм. Пусть количество кредитов будет 4000 минимальное. И потихонечку производство R1 будет разгоняться. Так, пока что мы все-таки выполним, наконец, вот этот контракт. Выкатываем для него ракету. И запускаемся. На этот раз двигатель успешно отработал как надо. Высота у нас в эпоцентре 121 километр. Этого более чем достаточно. Ждем выполнения условий контракта. И активируем парашютную систему. Встречает нас новенькая табличка. Это возвращение именно образцов, то есть не передача данных, которые у нас сразу же зачисляются сюда, а для получения науки нам обязательно нужно вернуть образцы на Землю. Также возвращаем 173 кредита. Очень хорошо. Наконец-то мы этот контракт выполнили. Следующий у нас уже Capstone, который завершающий программу финансирования. В нем нам требуется развить скорость более 2 км в секунду, при этом быть минимально уже на 140 километрах. Этот контракт мы будем выполнять при помощи ракеты R2, поэтому его пока просто игнорируем. Нас же интересует сейчас вот этот контракт. Как раз нам надо будет модифицировать сейчас стартовый комплекс и построить ракету. И получим очень так неплохо репутации. Что касаемо R1, я бы, наверное, рискнул и взял вот этот вот. Этот на меньшую дальность и меньше репутации соответственно. Этот в том числе примерно на уровне вот этого предыдущего. Если у нас что-то пойдет не так с двигателем, то, скорее всего, ни этот контракт и мы не выполним. Поэтому буду целиться сразу сюда. Здесь у нас тоже есть вот такой опциональный контракт. Тоже будем запускать биологические капсулы уже на МР-2 100%, потому что здесь от нас требует 120 километров при вдвое большей нагрузке. И в целом пока все. Давайте приступать к модернизации и строительству новых изделий. Так, единственное, что здесь я тоже поменяю циферку на МР-2. Все-таки конфигурация у нас уже другая совершенно. И дабы не путаться, сделаю вот так вот. Все. Комплекс геофизических ракет. Нажимаю модификацию. По высоте давайте 9 метров. Все остальное оставляю как есть. Замет у нас это 12 дней, не так много. Замечательно. Обязательно куплю оснастку, почему-то не купил. И добавляю ее в планы сразу же. Все.
25 единиц репутации, считайте, у нас в кармане. Запускаемся. Двигатель отработал идеально, в эпицентре у нас 203 километра. Наука, думаю, успеет собраться здесь полностью. Это не может не радовать, давайте ее как раз таки подождем. И можно ракету подрывать. Так, ну нет, с полностью я, конечно, погорячился, но, наверное, еще 1-2 запуска, и здесь полностью будет все закрыто. Все, больше нам здесь ничего не нужно. Следующей потенциальной задачей для этой ракеты будет являться достижение 140 километров при нагрузке в 115 единиц, поэтому я думаю, что она вытянет. Дожидаемся строительства, в очередной раз запускаем. Из-за того, что под конец у нас двигатель потерял немного тяги, и в целом ракета немножко отклонилась от курса, мы достигли 142 километров в эпицентре, но это в любом случае больше, чем нам надо, поэтому все хорошо. Дожидаемся выполнения условий и активируем систему посадки. И что же, сейчас нам по сути ничего не остается, кроме как запускать вот эти вот геофизические ракеты для сбора репутации и еще дополнительной науки с биологических капсул. И вероятно только к концу этого года будет собрана первая R1. Здесь у нас, правда, изучаются еще ракетные двигатели, там будет конфигурация U-2000, и по идее можно было бы попробовать собрать ракету, которая бы достигала 230 километров, как требует контракт, но насколько я помню, это весьма нестабильная штука, там прям тютелька в тютельку всегда хватает. Поэтому, наверное, заниматься я этим не буду, будем продолжать запускать эти на 180. Поэтому ставлю в очередь сначала биологическую, и потом геофизическую на высоту. Контрактов никаких на биологическую, к сожалению, нет, поэтому выполняем ее только ради сбора науки. Единственное, что я совсем забыл отсюда убрать нагрузку, а вот набрать еще большую высоту и подольше пробыть в космосе нам не помешает, поэтому это надо в следующий раз обязательно учесть. Поставил первой в очереди еще одну биологическую, здесь у нас слишком мало набралось, чтобы что-то конкретно получить. Поэтому надо не забыть вытащить отсюда нагрузку и уже запускать именно так.
Вот мы добрались до кульминации сегодняшнего эпизода. R1 будет готова к первому запуску меньше, чем через месяц. Очень надеюсь, что он будет успешный. Давайте дожидаться, брать контракт и запускать эту мощь. Получаем науку за фотографии. Судя по всему, всю биологию мы с вами изучили. 711 кредитов мы вернули, преобладающе благодаря авионике и всякому научному оборудованию. Так, у нас с вами сейчас 4076. Я захожу в карту. Вот здесь вот у нас обломки ракеты, так сказать. Тоже их вернем. И в итоге мы возвращаем еще целых 500 кредитов. Практически полная стоимость ракеты. Вообще просто потрясающе. Ну а на этом заканчивается 52-й год. Вместе с ним заканчивается этот первый эпизод. Надеюсь, вы стали больше понимать в этой сборке. Следующий эпизод не заставит себя долго ждать. А я вам ненавязчиво напоминаю поставить лайк, если вам понравилось это видео, возможно, написать комментарий, и благодарю вас за просмотр. На сегодня на этом все, и до новых встреч, дорогие товарищи!